Всем привет, и это пятый урок курса «Основы программирования на языке C# по платформе .NET. И на этом уроке мы с вами подробно разберем код простейшего консольного приложения. Итак, поехали. Я уже нахожусь в Visual Studio, и у меня открыт Solution C# Course, про который я вам говорил на прошлом уроке. И в него я собираюсь помещать все последующие уроки в отдельных проектах. И для текущего урока я уже создал проект. Это простейшее консольное приложение, я здесь ничего не менял, как вот его Visual Studio создает, так оно здесь и есть. И мы уже на самом деле знакомы с этими двумя строками по прошлым урокам. Но давайте их подробнее разберем. На первой строке у нас не что иное, как комментарий. Мы видим, что вот отмечено у нас зеленым и начинается с двух слэшей. Комментарии в коде, они нужны только для разработчиков, а компилятор комментарии полностью игнорирует. Если вы хотите пояснить какой-то кусок кода, возможно, для себя или для других разработчиков из вашей команды, вы можете оставить комментарий. Вот этот комментарий, который мы здесь видим, это так называемый однострочный комментарий. Почему? Ну, потому что мы им можем закомментировать только одну строку за раз. Давайте я вот сейчас задублировал строку Hello World, и мы ее запускаем. И ожидаемо мы на консоли видим 3 раза Hello World. Но если мы пойдем и перед вот этой строкой поставим 2 слэша, и опять запустим наш проект, то теперь мы видим 2 раза Hello World, что логично, потому что я только что сказал, что комментарии компилятором игнорируются. И, соответственно, вот эта инструкция не выполняется. Далее, это еще один вариант использовать комментариев, да? То есть вы можете временно отключить какой-то кусок кода, который вам пока не нужен. Да? Вы можете что-то тестировать, закомментировать какой-то код и потом понять, нужен он вам или нет. Если не нужен, удалить, а если нужен, то обратно раскомментировать. Но если нам нужно закомментировать сразу несколько строк, нам придется сделать вот так. То есть перед каждой строкой поставить 2 слэша. Это не очень удобно, поэтому придумали еще один тип комментариев. И он называется многострочный. И выглядит вот так. То есть он начинается со слэш звездочка, а заканчивается звездочка слэш. И мы видим, что мы закомментировали сразу 3 строки кода. Но на самом деле при комментировании кода используют даже другой механизм. Вы просто выделяете кусок кода, который вам необходимо закомментировать, и используете шорткат. Я вам покажу, где его найти. Идем в меню Edit, Advanced. И здесь есть Comment Selection, Ctrl-E-C, шорткат, да, и Uncomment Selection, Ctrl-E-U. Я просто могу нажать вот сюда. И видим, что наш код закомментировался. Причем однострочным комментарием. Почему однострочным? Ну, потому что так на самом деле легче его раскомментировать. То есть вы закомментировать можете 3 строки, а раскомментировать только одну. Например, я ее выделяю. И помним наш шорткат Ctrl-E-U. Я его нажал, и вот моя строка раскомментирована. Если бы это был многострочный комментарий, то мы бы могли раскомментировать только все целиком. Ну и в C# есть еще один вид комментариев. Он называется XML Docs комментарии. То есть для создания XML-документации. Он уже начинается с 3 слэшей, но мы сейчас рассматривать его не будем. С комментариями на этом все. Давайте теперь подробнее разберем нашу вторую строку. Вот это я удалю. Что мы тут видим? Ну, что это такое? Это инструкция. Что такое инструкция? Инструкция – это команда процессору, что же надо сделать. Да, и эта инструкция фактически гласит вывести на консоль строку Hello World. А тут мы можем еще сразу заметить, что инструкции в C# заканчиваются точкой с запятой. В C# это правило строгое, в отличие, например, от JavaScript, где вы можете ставить точку с запятой, а можете и не ставить. В C#, если вы не поставите точку с запятой, то мы сейчас увидим ошибку компиляции. Вот она, expected, точка с запятой. Если мы кликнем сюда 2 раза, то у нас курсор станет сразу на то место, где она ожидается. Мы ее ставим, и теперь у нас все компилируется. Теперь давайте разберем эту инструкцию подробнее слева направо. Сначала мы видим класс console. Мы можем навести на него. И вот мы видим как раз всплывающую подсказку, где написано, что это класс System Console. Почему System, а не просто Console, вы узнаете чуть позже. И также мы видим краткую документацию, да, зачем нужен этот класс, что же он делает. Что вообще такое класс? Первое, класс – это один из типов .NET. Я уже это повторял, и еще буду повторять. Помним, что CTS, Common Type System, она определяет всего 5 типов, которые поддерживает .NET. Это классы, интерфейсы, делегаты, перечисления и структуры. И вот класс – это один из самых часто используемых типов. Второе. На данном этапе вы можете рассматривать класс как просто некий набор связанной функциональности. То есть, например, класс Console, он в себе содержит функциональность работы с консолью. То есть, вывод на консоль, считывание с консоли и какие-то другие функции работы с консолью. В следующих уроках мы будем рассматривать классы более подробно. Далее мы видим точку. Через точку мы можем обращаться к членам класса. Смотрите, если я ее сейчас уберу, а потом опять подставлю, вот нам студия показывает такую всплывающую подсказку, и на самом деле это все члены класса, которые мы можем использовать. Они разные, то есть есть методы, например, они обозначаются вот таким кубиком, есть свойства, они обозначаются вот таким гаечным ключом, есть события, они обозначаются молнией, и есть некоторые другие.
И вот мы сразу видим документацию по нашему методу WriteLine. То есть мы видим сигнатуру метода. Что такое сигнатура? Это, собственно, его определение, да? То есть первая строка без его тела. То, что он возвращает, то есть в данном случае это void, то есть ничего не возвращает, его имя, а также параметры, которые он принимает. И у метода, вот чем он еще характерен, да, у него всегда есть в конце скобки, в которых либо содержатся параметры, либо ничего, если он эти параметры не принимает. Вот смотрите, мы можем на методе readline это посмотреть. Метод readline не принимает никаких параметров, а скобки все равно будут. Переходим опять к нашему методу WriteLine. Что мы еще здесь видим? Количество перегрузок. Ну, мы перегрузки будем рассматривать позже. Ну и также, опять же, такая краткая подсказка, что же этот метод делает, зачем он нужен. Ну, смотрите, метод – это всегда действие, то есть глагол. WriteLine – запиши строку, readLine – считай строку. В отличие, например, от свойства, где это существительное, background color – фоновый цвет. Свойства мы тоже будем проходить позже. Ну и смотрите, этих членов класса на самом деле очень много, да, и по каждому есть документация, и вы в целях обучения, да, можете пробовать их. Вот прям читаете, да, что такое BIP, и, в принципе, можете попробовать, почему бы и нет. Еще что можно сказать, что вот здесь точку стирать и ставить обратно не обязательно. Да? Вы можете просто поставить курсор после точки и нажать Ctrl-пробел. И вкратце, как же это работает? Помните, что я вам говорил на первом уроке, что код, написанный на языке C-Sharp, F-Sharp и так далее, он компилируется в сборку. И сборка содержит в себе код IL, то есть который исполняет COR, да, Intermediate Language, а также метаданные. И вот в этих метаданных на самом деле содержится описание типов, которые содержит эта сборка. И не только типов, но и членов, которые они содержат. И вот так это и работает. То есть эта функция Visual Studio, она называется IntelliSense. Мы ставим точку, студия идет в эти метаданные, смотрит, какие члены содержит класс и отображает нам их. В принципе, здесь все. Давайте посмотрим далее на наш метод. Метод наш называется WriteLine. В принципе, здесь все то же самое, что мы уже обсудили. Сигнатура, перегрузки и краткое описание, что же он делает. И мы видим, что метод наш принимает строку. И из этого можем сделать еще один вывод, что строки в C-Sharp, они заключаются в двойные кавычки, потому что вот мы передаем строку Hello World в двойных кавычках. Опять же, в C-Sharp это правило строгое. В отличие от JavaScript, где кавычки могут быть как двойные, так и одинарные. В C-Sharp же в одинарной кавычке заключается одиночный символ, но тем не менее это будет совсем другой тип данных, он будет называться char, и мы на него еще посмотрим в одном из следующих уроков. И казалось бы, это все, что мы можем извлечь из этих двух строк, но на самом деле мы можем пойти чуть дальше. Давайте вспомним, откуда берется класс Console. На самом деле он не берется из ниоткуда, как я уже говорил на прошлом уроке. Он приходит к нам из BCL, Base Class Library. Это библиотека классов, которая поставляется нам вместе с платформой .NET. Когда мы устанавливали .NET SDK или Visual Studio, к нам на компьютер и установились эти библиотеки. И я даже показывал на прошлом уроке, где их можно найти. Dependencies, Frameworks, и вот они. И вот этот класс Console на самом деле содержится в одной из них, и это System Console. Вот она. И мы можем даже посмотреть, где у нас в файловой системе лежит, да. Вот тут открылось у меня окошко Properties. Я его откреплю, чтобы вам было виднее. И вот C, Program Files, .NET и так далее. И вот она, System Console DLL. И еще я вам говорил на первом уроке, что платформа .NET имеет открытый исходный код. И Visual Studio на самом деле позволяет нам посмотреть внутрь класса Console, в его исходнике, прямо из ее интерфейса. Мы просто ставим курсор на класс Console и нажимаем F12. И вуаля, мы внутри класса Console. И вот мы видим код, который написали разработчики Microsoft, да, для работы с консолью. И смотрите, сколько кода они написали, чтобы нам удобно работать с консолью. В одну строку считывать с консоли и в одну строку выводить на консоль. Но мы этот код разбирать не будем, мы сейчас остановимся на вот этих строках. Эта строка, в принципе, нам понятна. Здесь ключевое слово класс, и им у него Console. А здесь мы еще видим namespace system. Namespace – это тоже ключевое слово C-Sharp, как раз для объявления namespace. Помните, когда мы наводили курсор на наш класс, там было написано класс System Console. Именно System, то есть это полное имя класса. Полное имя класса формируется как имя namespace, в котором он содержится, точка и имя самого класса. На самом деле это справедливо не только для классов, но и для любых типов .NET. Полное имя типа – это имя namespace, в котором он содержится, точка и имя самого типа. И на самом деле компилятор, он умеет работать только с полными именами. Да, вот здесь мы видим просто console без system, но тем не менее у компилятора есть механизмы, чтобы это полное имя собрать. И мы на них еще посмотрим на следующем уроке. Теперь давайте разберемся, что же все-таки такое namespace. Namespace на самом деле возможность группировки типов по функциональности, по связанной функциональности. Да? Можно провести аналогию с файловой системой. Вот вы, например, фотографии храните в папочке фото,
а документы храните в папочке «Документы». Вы просто для своего удобства, чтобы не было бардака, группируете файлы по категориям. И также можем сделать мы здесь. У нас есть какие-то типы, связанные, например. То есть у нас есть Database Connection, да, для подключения к базе данных. И, например, структура пусть будет Database Settings. Она какие-то настройки базы данных хранит. И мы можем оба эти типа положить, например, в namespace Database. И вот я вам привел аналогию с файловой системой. На самом деле на практике у вас чаще всего так и будет. То есть ваши namespace будут отражать структуру папок вашего проекта. И мы сейчас даже с вами это посмотрим. Давайте это закроем. Кстати, можно провалиться не только в класс, да, но и в сам метод. Ставим курсор на имени метода и нажимаем F12. И вот мы внутри кода метода. На самом деле мы рассматривать его не будем. Я вам просто показал, что такая возможность есть. Итак, давайте поэкспериментируем с namespace'ами. Первое, что я хочу сделать, это создать класс в корне нашего проекта. Правой кнопкой мыши на проект, add, класс. Я напишу root. Корневой, да, в корне лежит. И что мы видим? Студия создала нам класс, здесь все понятно, и она поместила его в namespace lesson 5. Что такое lesson 5? Откуда оно взялось? Может быть, вы уже догадались. Lesson 5 – это имя нашего проекта. И вот это называется default namespace, то есть пространство имен по умолчанию. И как раз он равен, если мы его не меняем, имени нашего проекта. И на практике его обычно не меняют, так и оставляют, но тем не менее это возможно. Мы можем пойти в свойства проекта, Properties, чуть скроллим вниз, и вот он наш default namespace. И тут вот такая конструкция. Тут написано, что MS Build Project Name – это имя нашего проекта, lesson 5 в нашем случае. А replace – это замена. Replace – пробел на нижнее подчеркивание. Почему? Потому что в теории имя проекта может содержать в себе пробелы. Но лучше так никогда не делайте. У вас могут возникнуть проблемы самого различного характера. И вот она на самом деле одна из них. Студия ее решает каким образом? Заменяем пробел на подчеркивание, потому что namespace пробел в себе содержать не может. Но так как у нас пробелов нет, у нас полное соответствие. Но мы можем написать сюда все, что угодно. Например, напишем сюда custom namespace. Сохраняем. И теперь мы можем даже посмотреть, как это выглядит в текстовой версии, да, файлика CSProj, я имею в виду. И тут добавилось свойство root namespace. И вот он наш custom namespace. Закроем его. И теперь давайте создадим еще один класс. Да, у нас старые типы, они останутся в этом namespace, в старом, да. Но вот новые, если мы создадим еще один класс и назовем его root2, то мы видим, он уже создался в нашем переименованном namespace, custom namespace. Теперь давайте пойдем дальше. Давайте создадим папку add new folder. Я назову ее database, чтобы привести вам тот пример с базой данных. Да, папка – это реальная папка, да, в файловой системе. Вот если мы откроем проект в файловой системе, вот она, наша папка, создалась. Теперь кликаем правой кнопкой мыши на папку, add, класс, и здесь пишем, например, database connection. Сохраняю. И что мы видим? У нас теперь namespace custom namespace.database. Custom namespace – это наш дефолтный namespace, а database – это имя нашей папки. Это вот о чем я говорил. То есть namespace по умолчанию, да, они отражают структуру папок в проекте. Но на самом деле это не обязательно. Мы можем сделать вот так. И это будет работать. Но студия даже уже подчеркивает, видите, такими серенькими точками. Если мы наведем и вот кликнем на эту лампочку, то мы увидим предложение от студии, да, change namespace to match folder structure. И как раз она предлагает сменить нам обратно. И если мы кликнем, она это и сделает. Еще смотрите, не надо путать сборки с namespace'ами, да? Помним, что такое сборка. Вот это наш проект, да? Один проект, одна сборка. То есть у нас в проекте может быть сколько угодно файликов, папок, namespace'ов. На выходе у нас все равно получится одна сборка lesson5.dll. И уже из этого должно быть понятно, что сборка может содержать в себе несколько namespace'ов. Сборка – это такая более широкая возможность группировки функционала. Да? Далее идет namespace, куда мы кладем разные типы со связанным функционалом. И дальше идут уже сами типы. Например, класс Database Connection, он содержит в себе только функционал подключения к базе данных, а класс Database Service, например, он содержит уже в себе взаимодействие с базой данных. То есть, положи в BD, достань из BD. Еще касаемо namespace'ов можно упомянуть следующую фичу. Она называется File Scoped Namespace. И она появилась в C# версии 10. Если мы вот сюда на namespace поставим курсор, у нас появится здесь такой веник, и мы, если его раскроем, увидим Convert to File Scoped Namespace. Давайте нажмем, и смотрите, что у нас получилось. У нас namespace, он теперь не охватывает этот класс, он просто написан вверху с точкой с запятой. Вот как было, и вот как стало.
То есть у нас пропал вот этот отступ, а чем меньше отступов, чем читаемая программа. Но на самом деле за кулисами этот namespace, он все равно охватывает все, что ниже него. И этот синтаксис, он теперь предпочтительный. Вы спросите, а зачем же тогда нужен был старый синтаксис? Да? Ну, на самом деле, он был нужен для чего? Потому что C-Sharp, он позволяет в одном файле объявить несколько namespaces. Во-первых, C-Sharp позволяет в одном файле и в одном namespace, да, объявить несколько типов. Например, мы можем сделать здесь database service. И это нормально, так на практике делают. Да, зачастую вы увидите, что у вас один тип, то есть один класс чаще всего, ну не обязательно класс, один тип в одном файле с таким же именем. Но бывает, что в один файл кладут и несколько типов, в принципе это нормально. Например, даже сейчас развивается так называемая Vertical Slice Architecture, где наоборот это поощряется, что все тесно связанные типы, они кладутся в один файл, вы открываете этот файл и сразу все видите. Но можно еще сделать и вот так. Я, например, могу сменить на data. И это тоже будет работать, да. И смотрите, у нас нет никакого конфликта имен, потому что, как помним, компилятор орудует у нас с полными именами типов, а полные имена типов у нас отличаются, потому что namespace отличаются. Но на практике вы такого никогда не увидите, так никто не делает. На практике в одном файле содержится только один namespace, который охватывает весь контент этого файла, то есть все типы. И поэтому решили упростить синтаксис, сказали, ну зачем нам этот отступ, да, давайте будем писать вот так. И, в принципе, это логично. Но если вам вдруг нужно, да, несколько namespaces в одном файле по какой-то причине, вот так у вас сделать уже не получится. Это работать не будет. И вам все равно придется откатываться к предыдущему синтаксису. Ну и, в принципе, это все, что я хотел рассказать на данном уроке. В качестве домашнего задания вы можете поэкспериментировать с namespace'ами, да, посоздавать папки, классы в разных namespace'ах. Также, если хотите, вы можете поэкспериментировать с классом console, то есть с его членами, повызывать их и так далее. На следующем уроке мы уже рассмотрим точку входа в приложение, а также рассмотрим чуть более подробно вот этот файлик Program.cs, потому что он отличается от всех остальных. Ну, если вам понравился этот урок, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Также вы можете получить доступ к коду уроков по подписке на Boosty, ссылку я оставлю в описании. А у меня все. Всем пока и до встречи на следующем уроке.